Здравствуйте, сталкеры! Всех с Новым годом! А с вами Рогатый Жнец. А сегодня мы с вами наконец-то рассмотрим самые дорогие тайники в сталкере Тень Чернобыля. Цену я буду указывать в базовую стоимость, то есть торговцы будут давать несколько меньше денег за содержимое тайников, в зависимости кому будете продавать. Ну что ж, начнем. Начнем с того, что более-менее дорогие тайники не так-то просто найти. Все тайники выпадают только с трупов, и при этом должны выполняться ряд определенных условий. Причем условия бывают настолько редкие, что скорее всего несколько из этих тайников вы просто не знали. В тайниках выпадают самые разные вещи, начиная от бинтов и патронов, заканчивая уникальными предметами. И есть одна вещь, которая выпадает только в одном тайнике. Больше ничего подобного ни в одном тайнике в игре вы никогда не найдете. Как вы думаете, что это? Собачий хвост, сука! Нет, вы понимаете, хвост собачий в тайнике. Ладно, забыли. А теперь серьезно. Возьмем топ-20 тайников по стоимости, начиная с 7500 рублей. Начнем с Темной долины. Если мы обшариваем труп любого долговца на Темной долине с рангом опытный, то нам могут скинуть так называемый ящик-тайник. Находится он здесь. Здесь лежат 3 артефакта средней ценности. Для следующего тайника нам понадобится труп ветерана либо мастера из группировки Свободы, Долга, либо одиночек. Самый ближайший сталкер-ветеран к началу игры это, конечно, бес. Поэтому этот бедолага нам сегодня не один раз поможет. Сам тайник называется «Секрет в могиле» и находится он на армейских складах. Здесь у нас также 3 артефакта средней ценности. А позади просто так валяются еще 2. Следующий тайник у нас находится в Припяти. Чтобы он выпал, необходимо пройти лабораторию X10. И после этого нам нужен любой труп мастера, кроме наемников, ученых, монолита и военных. Старый тайник. Находится он в восточной части Припяти, на 2-м этаже здания. Получайте, сука! Здесь мы можем видеть 2 артефакта, дорогой и не очень. Следующий тайник довольно хорошо спрятан, и выпадает он иногда, если обшарить труп сталкера-мастера. Например, это можно сделать на складах. А сам тайник находится в баре, хорошо спрятанный среди аномалий. Кстати говоря, вероятность выпадения определенного тайника достаточно мала. Поэтому, если нужно, чтобы этот тайник все-таки выпал, перед тем как первый раз обшарить труп, нужно сохраниться, а потом загружаться. Здесь у нас новенький сик и патроны. Следующий тайник может выпасть с ветерана, одиночки или свободовца. Тайник находится в баре и имеет весьма хитрое название. Здесь у нас костюм свободы. Так, сейчас посмотрим, что нам еще бес расскажет. Посылка долгу. Находится такая посылка на радаре в лесу возле вертолета. Теперь база свободы. Ветераны и мастера только группировки Свободы могут рассказать о 3 тайниках на их базе. Нам нужны тайники: ящик с добром,
стальной тайник, а также тайник в бревне. Все они имеют примерно одинаковую стоимость в 11-12 тысяч рублей. Ящик с добром у нас на углу базы под деревом. Остальной тайник и в бревне вдоль южной стены базы. Следующий тайник нам может открыть только наемник-ветеран. Ветераны-наемники появляются на этой стройке после выполнения X16. А нужный нам тайник находится в начале локации. А теперь лучшая десятка. Ну что ж, мы давненько не разговаривали с бесом. Теперь он нам скинул координаты тайника в электрощитке. Данный тайник находится в X16 и лежит здесь весьма полезная винтовочка. Тот же наемник-ветеран нам может слить информацию о другом тайнике. Называется он ящик на кране. Особенность этого тайника в том, что здесь находится уникальный вариант брони. Теперь тайник весьма со странными условиями. Для этого мы должны пройти лабораторию X18, обшарить труп долговца именно на темной долине. Вот мы взяли его. Но все бы ничего, а вот попробуйте теперь его найти. Для этого нам нужно опять вернуться в X18. И здесь на нижнем ярусе мы находим этот тайник. Здесь у нас дорогой артефакт и хорошая броня. Еще пару тайников может слить бедный сталкер Бес. Сколько мы уже раз надругались над ним. Я уже устал считать. Еще один тайник с редким названием тайник, либо тайник в люке. Один тайник у нас находится в баре, недалеко от выхода на армейские склады. А тайник в люке на темной долине возле забора. Оба имеют костюм ценностью в 15 тысяч. Очень ценный тайник в баре. Очень редко выпадает со сталкера-ветерана. Ну, то есть опять без. Здесь у нас уникальная броня долга и еще припасы. Также, обшарив труп любого мастера либо ветерана, мы можем найти тайник под названием условленный тайник. Находится он на складах и включает в себя очень хорошую дорогую винтовку. Ну а теперь тройка сильнейших. Для следующего тайника нам понадобится труп любого мастера. Вот этот пойдет.
Тайник называется «Запасы лидера свободы». Находится он в Припяти, в западном здании под лестницей. Его стоимость немного не дотягивает до 20 тысяч. Вышка на крыше слева! Крыша справа! Получайте, сука! Следующий тайник у нас выпадает только на дикой территории, только с трупа зомби. Называется он «Сейф в доме». И находится он на той же локации, в заброшенном доме, заколоченном досками. Залезть можно сюда через окно, либо через дыру в крыше. Залезая сюда, будьте готовы потратить антирад. Но находится здесь весьма дорогой костюм ученых, базовая стоимость 30 тысяч рублей. Ну а лидер сегодняшнего топа – тайник под названием Хабар Клыка. Для того, чтобы его открыть, нужны специальные условия. Обшарить труп сталкера-одиночки на янтаре. Проблема в том, что сталкеры там появляются только после отключения выжигателя. Но находится данный тайник в самом центре Припяти, среди аномалий и кучи врагов. Стоимость данного тайника 55 тысяч рублей. А что же там такого? Уникальный экзоскелет, а также редкий дорогой артефакт. Ну что же, пока это все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.